Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам рассказать про один бомбезный способ выжать подкожный жир. Да? Ну вот, наверное, многие сейчас хотят выжать подкожный жир, потому что лето все ближе и ближе, мой дорогой друг. Смотрите, сегодня мы поговорим не про диету, сегодня мы поговорим про более точечные способы избавления от подкожного жира. Я говорю про энергозатраты, я говорю про тренировки. Вы все знаете, что любые диеты, они работают по одному принципу. Для того, чтобы худеть, нужно создавать дефицит. То есть нужно в день потреблять энергии меньше, чем вы ее расходуете. Упрощенно надо есть меньше, чем, так сказать, тренируетесь, бегаете или тратите энергию на другую какую-то свою ежедневную активность. Традиционно считается, что силовые упражнения используют для того, чтобы сохранять мышцы в своем размере, сохранять свое телосложение, поддерживать его. А кардионагрузки, аэробные нагрузки существуют непосредственно для того, чтобы выжигать жир. В той или иной степени это близко к истине, хотя с натяжкой, потому что силовые упражнения могут такую создавать энергетическую нагрузку, что будут работать еще больше, чем кардионагрузка. Кроме того, силовые упражнения опустошают гликоген и тем самым создают энергетическую нагрузку на несколько дней вперед. В общем, это тема другого разговора. Сейчас мы поговорим про кардио. Кардио, чем менее интенсивнее, тем больше горит жир. Чем более интенсивное, тем больше горит у вас гликоген, запасы углеводов в вашем организме. Поэтому, если вы хотите точечно воздействовать только на подкожное сало, да, то тогда вам желательно делать низкий темп, низкую интенсивность, ходьба, быстрая ходьба, либо очень медленная трусца. Я обычно быстро ходил, да. Сейчас я кардио не занимаюсь, сейчас я худею непосредственно за счет манипуляции с питанием, с нутриентами. Это гораздо проще, потому что тратится меньше времени, сил, а время, друзья, так сказать, деньги. Вот. Короче, вы, наверное, все хотите узнать фишку классную, и Денчик вам, пацаны и девушки, Денчик вам всегда дает классные фишки, поэтому если я назвал этот сюжет таким названием, то действительно вы сейчас получите классную фишку. Эту фишку я узнал от профессора Силуянова, изучая, так сказать, его труды. Короче, у нас у всех есть не совсем правильное представление по поводу того, как нужно делать кардио для того, чтобы избавиться от подкожного жира. Обычно, чем больше, тем лучше считается. Но считается, что надо бежать минимум час. Но если ты такой полный фанат, такой вообще полный псих, то в твоем случае будет лучше, если ты будешь бежать 2 часа, да хоть 3 часа, то есть, или идти быстро, да, то есть, чем дольше низкоинтенсивная нагрузка, чем длиннее низкоинтенсивное кардио, тем больше ты сожжешь жирка, да, такая вот схема. Но эта схема, скажем так, она работает, но в ней есть очень серьезная дыра, которую мы не учитываем. Дыра заключается в том, что мы постоянно путаем подкожный жир и внутримышечный жир. Действительно, аэробное окисление жира, оно происходит, но мы думаем, что от низкоинтенсивной нагрузки, но мы думаем, что это аэробное окисление жира происходит в процессе нашей нагрузки. То есть вот мы ходим, и жирок у нас из-под кожи постепенно выгорает, медленно выгорает. Не совсем так. Когда мы ходим, когда мы делаем низкоинтенсивное кардио, у нас выгорает внутримышечный жир. То есть Силуянов говорит, что у нас выгорает именно внутримышечный жир, а не подкожный. Подкожный жир во время нагрузки, вот эта фишка, он не может гореть, он не может тратиться. Но как же так, может кто-то сказать? Я же видел, что вот я делаю низкоинтенсивное кардио, я худею. Тут комплекс причин, но основная заключается в том, что постоянно происходит миграция подкожного жира во внутримышечный. В той ситуации, если вы создали дефицит и если у вас внутримышечный потратился. То есть вот вы делаете низкоинтенсивное кардио, делаете, у вас включилось аэробное окисление жира, который находится в ваших мышцах, внутримышечный жир, и он потратился. А дальше что? А дальше все, друзья, он потратился. И дальше, тратится он, активно тратится, если вы создадите ситуацию, от получаса до 50 минут, 30-50 минут. А вот дальше вам надо либо прекратить вашу нагрузку, потому что вы потратили свой внутримышечный жир и, в общем-то, опустошились ваши резервы. Можно прекратить тренировку низкоинтенсивную через 30-50 минут, а можно сделать, я это называю реинтервальным кардио.
Реинтервальное кардио — это значит делать интервалы между вашей кардионагрузкой такие же по длительности, как длительность кардио. То есть, если вы сделали ходьбу, либо бег в низком темпе трусцой полчаса, после этого полчаса отдохните, попейте, почитайте что-нибудь. За эти полчаса, пока вы будете отдыхать, вот те опустошенные запасы внутримышечного жира, они пополнятся за счет подкожного жира, то, что нам и нужно. То есть в нашем теле, когда создается дефицит, постоянно происходит миграция подкожного жира внутримышечный, если мы создаем соответствующий дефицит. Но если мы хотим здесь и сейчас постоянно на него воздействовать, нам нужно постоянно делать вот это вот перемещение, постоянно делать эту миграцию из подкожи во внутримышечный. А для этого нам нужно отдыхать между низкоинтенсивными нагрузками. То есть ходим в быстром темпе полчаса, минут 50, потом, соответственно, такое же количество времени, полчаса, минут 50 отдыхаем. Снова жирок у нас из-под кожи пошел внутримышечный, мы снова ходим 30-50 минут, отдыхаем такое же количество, снова ходим 30-50 минут. Такое реинтервальное кардио, оно позволяет значительно повысить эффективность ваших нагрузок, кардионагрузок на тренировке. То есть жир будет гореть, реально жир. А обычно происходит как? Человек 30-50 минут занимается кардио, естественно, у него за это время выгорает тот запас, который был, скажем так, это, знаете, это как постоянная оперативная память. То есть весь жир — это вот постоянная память, а оперативная — это то, что находится в подчинении, которое находится в мышцах. Вот в мышцах оно потратилось на окисление, все, его нет. Для того, чтобы из постоянной в оперативное произошла миграция, нужно отдохнуть 30-50 минут, попить водичку. Не надо есть углеводы, потому что это полностью остановит липолиз, полностью перекроет перетекание жира. Ну вот вы посидели, отдохнули, произошла миграция, мышцы кричат: эй, там кожа, у нас сало закончилось, дай еще, брателло, а позже этот псих снова будет ходить, а энергии ни хрена нет, придется сжечь гликоген, а гликоген нам мышцам самим нужен, дай нам дешевое сало, дай его. И кожа такая: оп, ну ладно, не хочу, конечно, отдавать, но тут уж ситуация экстренная, также нате, пацаны, нате вам сальцо, ну много не даст, даст на полчаса, на 50 минут. Говорит: много не дам, пацаны, бо сало самому нужно. Чем больше сала, тем, так сказать, выживаемость выше, это же адаптация, пацаны, предки привыкали к этому миллионы лет. Поэтому, что-то меня несет вообще. Ну, в общем, вы смысл поняли. Миграция. Идеальная схема. 30 минут низкоинтенсивного кардио, отдохнули, без углеводов, ничего сладкого, вообще лучше ничего не есть, лучше пить воду. Можно чуть-чуть маленькими порциями, там по 1-2 грамма бисеек принять. Отдохнули полчаса, потом полчаса снова низкоинтенсивное кардио, потом снова отдохнули. Называю это, Денчик нарекает это реинтервальным кардио. Это не моя идея, это идея профессора Силуянова. Просто я решил ее популяризировать, потому что она хорошо работает, во всяком случае, на моих подопечных, на моих учениках. Что ж, друзья, если вы хотите узнать более подробно про все эти штуки, вы можете, так сказать, приобщиться к моему сакральному знанию через мой свежий материал, который называется «Сушка тела ракета». Соответствующие ссылки в конце данного сюжета. Также вы можете нажать на подсказку в углу экрана, вот там вот вверху. Вот. Ну а с вами был Денис Борисов. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.